Маленькая девочка стала свидетельницей того, как ее отец намеренно столкнул пьяную мать с лестницы. Мать, едва живая, умоляла ее позвать на помощь, но девочка холодно оттолкнула ее ногой и смотрела, как мать испускает последний вздох. Бэк Цзинь никогда не получала хорошего отношения со стороны матери, а отец оставался равнодушным. Со временем ее извращенная личность превратилась в антисоциальные наклонности. Та же девочка, которая могла хладнокровно смотреть, как умирает ее мать, выросла, получая удовольствие от мести каждому хулигану. Ее классный руководитель однажды насмехался над ней, называя ее беспомощной сиротой, что она не могла простить. В день рождения учителя, когда весь класс праздновал, муж учителя внезапно ворвался в класс и ударил ее, разбросав по полу фотографии, на которых она изменяла ему с другим мужчиной. Роман был раскрыт, и учительница мгновенно стала синонимом грязи. Под отвращенными взглядами учеников она выбежала из школы. Бэк Цзинь подошла к ней, поддержала ее и прошептала на ухо, спрашивая, понравился ли ей подарок, который она подготовила. Учительница смотрела на Бэк Цзинь, как на демона. Она никогда не ожидала, что эта, казалось бы, слабая и безобидная девочка может быть такой злобной. Когда школа объявила о проведении дебатного конкурса, Юн Джун Са, лучший ученик, который был отобран, предложил уступить свое место Бэк Цзинь. Шим Сын Хи, которая также была отобрана, но всегда завидовала Бэк Цзинь за то, что та превосходила ее по успеваемости, рассказала об этом своей матери. Ее мать, как представитель родителей, ежемесячно жертвовала деньги школе и пообещала разобраться с Бэк Цзинь. Тем не менее, Шим Сын Хи позвонила Юн Джун Са, надеясь, что он не откажется от своего места. Она и не подозревала, что Юн Джун Са в тот момент лежал на коленях у Бэк Цзинь, и они выглядели необычно близки. Бэк Цзинь нашла в сумке Юн Джун Са любовное письмо, которое Шим Сын Хи написала ему, и сразу же потребовала ответить от его имени. На следующий день распространились слухи, что Бэк Цзинь — сирота. Кроме того, школа получила жалобы от родителей, что она не может вписаться в команду по дебатам, поэтому они решили лишить ее места и восстановить Юн Джун Са. Когда Бэк Цзинь вернулась в класс, Шим Сын Хи подбежала к ней, чтобы посмеяться над тем, что ее выгнали из команды по дебатам. Бэк Цзинь вручила ей любовное письмо, сказав, что Юн Джун Са попросил ее передать его. Шим Сын Хи с нетерпением открыла его, но обнаружила, что оно было написано красными чернилами: «Никто тебя не любит. Ты раздражаешь». В это время классный руководитель отправил еще одно сообщение. Кто-то сообщил, что родители одного из участников подкупили судей, и школа решила отменить дебатный конкурс в этом году. Шим Сын Хи была уверена, что за этим стоит Бэк Цзинь. Она сравнила почерк Бэк Цзинь с почерком в любовном письме и убедилась, что они идентичны. Желая отомстить, она схватила ведро с водой и облила Бэк Цзинь. Бэк Цзинь вернулась в класс мокрой, и Юн Джун Са быстро принес ей полотенце и отвел ее в медпункт. Бэк Цзинь схватила Юн Джун Са за рукав и со слезами на глазах жаловалась, что боится, что Шим Сын Хи сделает что-то еще, и просила Юн Джун Са помочь ей. Тем временем Шим Сын Хи взяла телефон неуспевающего ученика Ким Дже А и была шокирована, обнаружив, что он занимается ростовщичеством. Из записи чата стало ясно, что у Ким Дже А был босс, который давал ему указания из-за кулис. Шим Сын Хи сообщила об этом учителю, в результате чего Ким Дже А получил строгий выговор. Узнав об этом, Бэк Цзинь сразу же пошла к Ким Дже А, который заверил ее, что не сдал ее. Оказалось, что Бэк Цзинь была боссом Ким Дже А. Однажды она поймала его на краже в классе, но не сообщила об этом. Вместо этого она потребовала, чтобы он подчинялся ей, и между ними образовался союз. Тронутая тем, что Ким Дже А предпочел быть наказанным, чем предать ее, Бэк Цзинь обняла его и приказала ему помочь ей справиться с Шим Сын Хи. Тем временем Юн Джун Са отдельно поговорил с Шим Сын Хи, сказав ей, что Бэк Цзинь написала ответное любовное письмо. Он также признался, что любит Шим Сын Хи. Чтобы пойти с ней на свидание, Юн Джун Са предложил им обоим пропустить урок физкультуры и вернуться в класс. Шим Сын Хи притворилась, что у нее болит живот, чтобы получить разрешение отдохнуть в классе. Вернувшись, она увидела на доске сообщений с просьбой пойти в кабинет рисования. Она стерла слова и пошла в кабинет, где увидела учителя рисования, держащего Бэк Цзинь за руку и разговаривающего с ней, а Бэк Цзинь говорила о настоящей любви. Неизвестно для нее, после того, как она покинула класс, Ким Дже А открыл ее шкафчик и тайно положил туда деньги, которые он украл из кармана классного руководителя, собранные всеми для покупки свадебного подарка для классного руководителя. Не найдя Юн Джун Са, Шим Сын Хи вернулась в класс. Вскоре ученики, которые покинули класс, начали возвращаться. Затем староста класса обнаружил, что деньги, собранные на подарок, пропали. Все знали, что Шим Сын Хи ушла раньше, чтобы вернуться в класс, и все заподозрили ее в краже денег. Чтобы оправдать себя, Шим Сын Хи вынула все из своей сумки. Ким Дже А воспользовался моментом, чтобы выбить ногой ее шкафчик, где были найдены его телефон и пропавшие деньги. Доказательства были неопровержимы, и все были убеждены, что Шим Сын Хи была воровкой. Шим Сын Хи посмотрела на Бэк Цзинь у двери и тихо сказала: «Это еще не конец». В мгновение ока она поняла, что все это было частью плана Бэк Цзинь.
Чтобы разоблачить Бэка Джин, она громко обвинила ее в том, что она была вдохновителем ростовщической деятельности Ким Дже заявив, что видела текстовые сообщения на его телефоне. Ким Дже вытащил свой телефон и на месте доказал, что в нем нет записей о переписке с Бэка Джин. Шим Сын Хи заподозрила, что Ким Дже подделал доказательства и обвинила Бэка Джин в романе с учителем рисования. Как только она закончила говорить, классный руководитель ворвался в класс и сильно ударил ее по лицу. Оказалось, что классный руководитель собирался жениться на учителе рисования, и об этом знала только Бэка Джин, которая случайно узнала об этом от старосты класса. Бэка Джин выступила вперед, чтобы объяснить, что учитель рисования просто беспокоился о ней и направил ее в Центр психологической поддержки для влюбленных. Все осудили Шим Сын Хи за безосновательные обвинения. Загнанная в угол, Шим Сын Хи отчаянно объясняла, что она ушла с урока раньше, чтобы встретиться с Юн Чжунса. Но Юн Чжунса выглядел невиновным и утверждал, что провел весь урок в кладовой с представителем класса по физкультуре, который также выступил вперед, чтобы подтвердить это. После наказания Шим Сын Хи в оцепенении покинула школу, поклявшись, что ее влиятельные родители разберутся с Бэка Джин. В этот момент Бэка Джин передала еще одно жестокое сообщение. Мужчина, имевший интрижку с учительницей, был ее собственным отцом-адвокатом. Как только скандал разразился, ее отец был бы разрушен, а Шим Сун Хи стала бы известна как дочь-воровка адвоката-прелюбодея. Шим Сун Хи неожиданно встретила у ворот школы отца Бэка Джина, который пришел искать свою дочь. Заметив его убогий вид, она намеренно завела его в школу, громко объявив всем, что он отец Бэка Джин. К счастью, Юн Чжунса первым нашел отца, пообещал ему деньги и выпроводил его с территории школы. Юн Чжунса достал немного наличных, передал их отцу Бэка Джин и предупредил его, чтобы он больше не беспокоил Бэка Джин. Однако отец давно рассматривал свою дочь как источник дохода и возвращался, чтобы беспокоить ее, когда ему нужны были деньги. Чтобы наказать вмешивающуюся Шим Сын Хи, Бэка Джин намеренно принесла ее тетрадь на глазах у всех. В тетради был рейтинг одноклассников Шим Сын Хи, наполненный унизительными замечаниями о них. Содержимое вызвало возмущение, и Шим Сын Хи позже столкнулась с местью со стороны одноклассников. Не выдержав этого, она решила перевестись в другую школу. Без притеснений со стороны отца и преследований со стороны Шим Сын Хи жизнь Бэка Джин погрузилась в беспрецедентный покой. Но это спокойствие длилось недолго. Она внезапно получила звонок от Ким Дже, который вместе со своим младшим братом долгое время страдал от жестокого обращения со стороны отца. В тот день их пьяный отец убедился, что его младший сын одержим злыми духами, и попытался убить его. В борьбе за защиту брата Ким Дже бросился схватить нож и случайно заколол отца насмерть. Устроив брата у родственников, Ким Дже решил сдаться полиции. Он позвонил Бэка Джин и сказал, что за все эти годы она была единственной, кто говорил ему, что он нужен. Он поблагодарил ее за то, что она была светом в его жизни. После этого Бэка Джин и Юн Чжунса провели вместе спокойную школьную жизнь и оба поступили в университет. Юн Чжунса одолжил деньги у своего деда, чтобы оплатить обучение Бэка Джин, успокоив ее, что ей ни о чем беспокоиться и что все будет только лучше. Как раз когда Бэка Джин с нетерпением ждала поступления в колледж, ее отец, проигравший все деньги в азартных играх, снова пришел к ней. Он украл деньги, которые она накопила на обучение, и избил ее. Лежа без сознания, она вспомнила трагическое прошлое. Ее отец настаивал, что ее мать умерла, упав с лестницы в пьяном виде, поспешно похоронил ее, а затем привез Бэка Джин в дом своей новой жены, мачехи Юн Чжунса. Мачеха не хотела воспитывать ребенка, с которым у нее не было кровного родства, но отец назвал Бэка Джин дойной коровой, сказав, что они могут разбогатеть, снимая и продавая видео с ней. Мачеха согласилась попробовать снять несколько видео, а затем отправить Бэка Джин в приют. Бэка Джин, подслушавшая разговор снаружи, поняла, что ей грозит новая бездна. Однажды ночью, когда Юн Чжунса заболел, его мать только сказала ему хорошо выспаться, а затем проигнорировала его. За ним ухаживала Бэка Джин. Юн Чжунса показал ей семейный фотоальбом, в котором были его мать, покойный отец и водитель по имени Кан, который переехал за границу. Бэка Джин сразу узнала в Канге настоящего отца Юн Чжунса. Пока няня везла Юн Чжунса в больницу, Бэка Джин поговорила с его матерью, пригрозив раскрыть личность Канга дедушки Юн Чжунса и лишить его наследства, если она отправит Бэка Джин в приют. Мачеха была ошеломлена смелостью маленькой девочки и стала настороженной. Через несколько дней мачеха подслушала, как Бэка Джин промывала мозги своему сыну, говоря ему, что его мать не заботилась о нем, когда он был болен, и что только Бэка Джин по-настоящему любила его. В ярости мачеха затащила Бэка Джин в ванную, чтобы наказать ее. Эту сцену увидел Юн Чжунса, который только что вернулся. Бэка Джин воспользовалась моментом, чтобы убежать наверх, и приказала Юн Чжунса вызвать скорую помощь, заявив, что ребенок упал со второго этажа. Вскоре после этого Бэка Джин очнулась в больнице и увидела Юн Чжунса, плачущего у ее постели. Юн Чжунса объяснил, что прочитал ее дневник и понял, что большой злодей, о котором в нем говорилось, был его собственной матерью. Он был убежден, что только Бэка Джин действительно заботилась о нем, и поклялся с тех пор твердо стоять на ее стороне.
Воспоминания закончились, и Бэка Джин медленно пришла в сознание, увидев Юн Джунса, крепко держащего ее за руку. Она узнала, что пролежала в коме 3 дня, и сразу вспомнила, что пропустила регистрацию в университете. Она позвонила в университет, но ей сказали, что из-за пропущенного срока ее место отдали студенту из списка ожидающих. По дороге домой Бэка Джин и Юн Джунса стали свидетелями того, как мужчина смело поймал вора. Бэка Джин пристально посмотрела на мужчину, считая, что это судьбоносная встреча. Она подумала, что этот справедливый и ловкий мужчина может стать ее защитником. Вскоре Бэка Джин устроилась на работу в кафе, которым он владел. От коллег она узнала, что владелец когда-то был известным спортсменом, который ушел из спорта из-за травмы. На работе кто-то разместил фотографию Бэка Джин в интернете, и она быстро прославилась своей красотой. Ее заметили не только скауты, но и некоторые извращенцы-преследователи с корыстными мотивами. Однажды после работы за Бэка Джин последовал преследователь. Когда Юн Джунса позвонил ей, он обнаружил ее телефон и сумку брошенными на дороге. Следуя по следам, он увидел, как Бэка Джин ударила преследователя камнем, и тот потерял сознание. Юн Джунса подбежал к ней, проверяя, нет ли у нее травм, но Бэка Джин отругала его за то, что он опоздал. Спросив, как далеко он готов зайти ради нее, он ответил, что сделает все, кроме убийства. Разочарованная Бэка Джин сказала ему, что если бы он был готов убить ради нее, она бы попросила его начать с ее собственного отца, прежде чем уйти. Юн Джунса угрожал преследователю, сказав ему забыть все, что произошло сегодня вечером, прежде чем он вызовет скорую помощь. Затем он выбросил камень, которым Бэка Джин напала на него, чтобы она не была вовлечена в дело. Бэка Джин вернулась домой и застала своего отца, который пришел требовать деньги и разговаривал по телефону у двери. Бесстыдный мужчина разговаривал по телефону, обсуждая, как заставить Бэка Джин сниматься в фильмах для взрослых, продать ее на остров или даже вырезать ее органы за деньги. Бэка Джин подкралась к нему сзади, отчаянно пытаясь столкнуть этого монстра с балкона. Почувствовав ее взгляд и ненависть в ее глазах, отец внезапно прижал ее к перилам крыши, угрожая удвоить свои требования со следующего месяца. Чтобы помочь Бэк Джин, Юн Джунса тайно последовал за ней и записал доказательства того, что ее отец продает шпионские камеры. Но его заметили, и отец сбежал. Юн Джунса погнался за ним, жестоко избил и задушил до потери сознания. Он поднял кирпич, готовый покончить с жизнью монстра, но в последний момент засомневался, и Бэка Джин стала свидетелем этого, что глубоко разочаровало ее. Юн Джунса был доставлен в полицию за нападение. Он обвинил отца Бэка Джин в том, что он был настоящим преследователем и мучителем. Но Бэка Джин перевернула ситуацию, заявив, что Юн Джунса был преследователем, а ее отец пытался ее спасти. Когда Юн Джунса попытался предъявить видео в качестве доказательства, оно исчезло. Бэка Джин передала его телефон полиции. Она сказала ему, что поняла, что он не может сравниться с ее отцом в тот момент, когда он засомневался с кирпичом. Чтобы избавиться от отца навсегда, Бэка Джин приступила к осуществлению своего плана. Она нарисовала рану на лбу и наклеила на нее пластырь, притворившись раненой. Когда ее босс увидел рану, он спросил, что случилось. Бэка Джин солгала, что на нее напал преследователь. Добрый босс, обеспокоенный ее безопасностью, предложил отвезти ее домой в тот вечер. У порога дома Бэка Джин они нашли пакет с мертвой мышью. В этот момент босс заметил преследователя и погнался за ним, но не смог его поймать. Вернувшись, босс оставил у двери Бэка Джин бейсбольную биту для защиты, как она и надеялась. Бэка Джин написала отцу, попросив его прийти на следующий вечер в 8 часов, чтобы забрать деньги. Она специально разгромила свою комнату. На следующий день на работе она сказала боссу, что преследователь ограбил ее дом. Босс, опасаясь за ее безопасность, предложил ей остаться у него, а сам пошел ночевать к другу. Бэка Джин посадили в такси, но вскоре она отправила боссу СМС, сказав, что ей нужно вернуться домой, чтобы взять кое-что. Как и ожидалось, ее отец уже был там. Не характерно для себя, она упомянула, что в детстве она когда-то думала купить ему шляпу, когда вырастет. Затем она достала шапку, очень похожую на ту, которую носил преследователь, и надела ее на голову отцу. Под постоянным давлением отца Бэка Джин передала ему пакет с деньгами, которые на самом деле были просто бумажными купонами. Провоцированный, отец пришел в ярость. Бэка Джин воспользовалась моментом, чтобы позвонить своему боссу, который услышал по телефону звуки борьбы и крики о помощи и поспешил к ней домой. Бэка Джин знала, что боссу понадобится 10 минут, чтобы добраться до нее. Ей нужно было продержаться столько времени. Она схватила перцовый баллончик и брызнула им в глаза отцу. В ярости он наступил ей на пальцы. Как раз когда Бэка Джин была готова сдаться, наконец прибыл босс. Во время драки отец порезал боссу лицо ножницами. Босс поднял бейсбольную биту, лежавшую у двери, и сбил отца Бэка Джин с ног. Когда босс пришел в себя и увидел происходящее, он запаниковал и поспешно скрылся. Затем Бэка Джин подняла биту и ударила лежащего отца со всей силы.
После этого Бэй Ках Джин достала телефон и позвонила в полицию. Полиция быстро оцепляла место преступления и арестовала босса. Босс признался полиции, что у Бэй Ках Джин был преследователь в шапке. В ту ночь, увидев мужчину в шапке, он по ошибке подумал, что это преследователь, и в гневе сбил его с ног. Увидев мужчину, лежащего в луже крови, он понял, что зашел слишком далеко и хотел вызвать скорую помощь. Бэй Ках Джин сказала ему, что этот мужчина не преследователь, а ее собственный отец. Она умоляла его пойти домой и не вмешиваться, сказав, что сама вызовет помощь. Удивительно, но обычно спокойный и рациональный босс послушался ее и ушел с места происшествия. Он до сих пор не понимает, почему в ту ночь он вел себя как марионетка по чему-то тщательному плану. После ухода босса Бэй Ках Джин сняла с головы отца шапку-бейсболку вместе с ножницами, которыми был ранен босс, и спустила их в унитаз. Во время допросов полиции Бэй Ках Джин, которую отправили в больницу, солгала и заявила, что ее отец в тот день не носил шапку. Что касается времени смерти отца, между 21 час и 22 часа, она объяснила, что была без сознания и позвонила в полицию только в 3 часа утра, после того, как пришла в себя, а затем снова потеряла сознание. Бэй Ках Джин только что закончила говорить, когда офицер получил звонок от агента босса, который стоял перед ней и вышел на улицу, чтобы ответить. Почувствовав, что что-то не так, Бэй Ках Джин придвинула дверь, чтобы подслушать, и услышала, как офицер решил подставить ее, поскольку агент предложил ему большую сумму денег, чтобы снять ответственность с босса. Неизвестно для них, Бэй Ках Джин записала их разговор, а позже сняла на видео, как офицер принимает взятку на парковке больницы. После того, как ее отвезли в полицейский участок, Бэй Ках Джин попросила женщину-офицера сопровождать ее в туалет под предлогом того, что у нее начались месячные. Там она показала офицеру доказательства взяточничества на своем телефоне. Офицер немедленно сообщил об инциденте, и инспекционный отдел начал расследование. Однако хитрый офицер уже заменил коробку с напитками, наполненную деньгами, на напитки, едва избежав обнаружения. На следующий день офицер вернулся на место преступления и обнаружил в туалете волокна от шапки. Также выяснилось, что в ночь инцидента Бэй Ках Джин отправила боссу СМС-сообщение, в котором сообщила, что едет домой за чем-то, а затем позвонила ему. Горько возмущенный интригами Бэй Ках Джин, офицер теперь имел новые доказательства и поклялся обвинить ее в убийстве. Неожиданно в полицейский участок явился Юн Чжунса, чтобы признаться в убийстве отца Бэй Ках Джин, чтобы все подозрения пали на него. Однако полиция раскрыла правду, разоблачив его попытку взять на себя вину за Бэй Ках Джин. В отчаянии Юн Чжунса схватил полицейского за шею, плача о том, как тяжело пришлось Бэй Ках Джин, и умоляя не возлагать на нее вину за преступление. Полицейский призвал его опомниться, поскольку доказательства показывали, что Бэй Ках Джин использовала босса, чтобы убить своего отца, что делало ее соучастницей тяжкого преступления. Чтобы спасти Юн Чжунса и очистить свое имя, Бэй Ках Джин согласилась подписать контракт с развлекательной компанией, которая давно хотела ее заполучить. Генеральный директор компании использовал свое влияние, чтобы переложить всю вину на босса, в результате чего дело было закрыто, а босс был признан виновным в убийстве отца Бэй Ках Джин тупым предметом. В качестве условия господин потребовал, чтобы Бэй Ках Джин больше никогда не виделась с Юн Чжунса, пообещав сделать ее международной звездой и не допустить, чтобы ее прошлое всплыло на поверхность. Бэй Ках Джин пошла прощаться с Юн Чжунса, которая обвинила ее в том, что она подставила босса, который искренне хотел помочь. Бэй Ках Джин ответила, что не жалеет никого, кроме себя, и сожалеет, что никогда не жила нормальной жизнью, как другие. Она поклялась, что добьется вершин любой ценой, пока никто не осмелится ее остановить. После этого Бэй Ках Джин стала восходящей звездой в индустрии развлечений, за несколько лет взлетев с новичка до топовой знаменитости. Тем временем босс, отбывающий срок в тюрьме, смотрел, как Бэй Ках Джин играет монахиню на экране, глядя на знакомое лицо со сложными эмоциями.